Всем привет! Вы на канале Мистер Ганс Онлайн. Сегодня 25.11 и сегодня вышло очередное обновление, которое лично я с нетерпением ждал. Ну, не буду спойлерить, поехали. Во-первых, был добавлен новый пятизвездочный Астромон, хрустальный дракон всех 5 элементов. Также для него были добавлены книги навыков. Получить хрустального дракона можно будет на фестивале Возрождения, поэтому запасайтесь пятизвездочными астромонами. Начнем его разбор с огненного элемента. Он является танком, и первый его скилл восстанавливает с 100% шансом 10% хп всей команде. Второй скилл снижает атаку всей вражеской команде с 80% шансом на 2 хода. Данный дракон точно создан для ПВЕ направления. Колоссы, големы, башни и прочее. Ставить ему нужно гемы на ХП Def, либо Def ХП. Сеты гемов на Life, Protection, Convection, Indomitability, Longevity, Bastion, Healer и Damage Reduction. Из скиллов Супер Вознесения подойдут Resist, Samad Heal, Full Buff Breaker, восстановление маны всей команде при нанесении урона и Анти-Хил. Для арены, думаю, он не сгодится. Некий аналог огненной Сазанг, которая также подойдет только для ПВЕ. Далее поговорим о хрустальном драконе воды. Он является балансером, и первый его скилл восстанавливает с 100% шансом 20% маны всей команде. Второй скилл кристаллизирует всю команду с 80% шансом на 2 хода. Этот скилл является новым и называется кристаллизация. Враги, пораженные кристаллизацией, превращаются в кристалл и не могут двигаться. Деактивирует пассивные навыки кристаллизированного врага, но может активировать пассивный навык Супер Вознесения. Сказать точно пока не могу, но очевидно, что качать обязательно стоит, потому как понять, насколько эффективен будет новый скилл, пока говорить рано. Скорее всего, смею предположить, что скилл является неким аналогом окаменения. Но в случае кристаллизации снижения урона не будет. Поэтому можно предположить, что в данной мете дракон будет выступать в роли саппорта, либо атакующего, либо защитного. Из этого следует, что ставить гемы можно как на крит шанс, атаку, крит дамаг, так и на ХП Def. В случае атакера подойдут сеты гемов на Intuition, Ruin, Armor, Zeal, Siphon, Pigulist и Accuracy. В случае танка сеты гемов на Life, Protection, Convection, Indomitability, Longevity, Bastion, Accuracy, Damage Reduction, Маги и Healer. Из скиллов Супер Вознесения подойдут для атакера щит от атаки, увеличение атаки при нанесении урона, повышенный урон по целям с низкими показателями защиты и сифон. Для танка Samad Heal, Resist, Anti-Heal и восстановление маны всей команде при нанесении урона. Данный дракон подойдет для всех локаций и всех арен, но нужно поэкспериментировать. Теперь поговорим о хрустальном драконе травы. Он является балансером, и первый его скилл восстанавливает себе 20% хп и маны. Второй скилл вешает на всю вражескую команду антихил на 3 хода с 100% шансом. Данный дракон не отличается выдающимися скиллами. Однозначно делать из него нужно танка саппорта. На него подойдут гемы на ХП Def, либо Def ХП. Сеты гемов на Life, Protection, Convection, Indomitability, Longevity, Bastion, Healer, Accuracy, Damage Reduction и магия. Но наилучшим будет все-таки Пигулист. Думаю, из него может получиться что-то интересное, если еще добавить скилл Супер Вознесения на Full Buff Breaker, Samad Heal, Siphon или Resist. Пока трудно сказать, хорош ли будет дракон в защите, поэтому первым к прокачке я бы не рекомендовал. Использовать его можно будет как на локациях, так и на арене, но нужно будет сильно заморочиться. Следующий хрустальный дракон света. Он является защитником, и первый его скилл делает его деф-агрессором. Второй скилл вешает шок на всю вражескую команду с 80% шансом на 2 хода. Тут все предельно ясно и просто. На дракона света нужно ставить гемы на 3 дефа. Сеты гемов на Protection, Indomitability, Armor, Pigulist, Bastion, Маги, Damage Reduction и Healer. Из скиллов Супер Вознесения подойдут Resist, Samad Heal, повышенный урон по целям с низкими показателями защиты, Full Buff Breaker, Anti-Heal и Siphon. Использовать его однозначно можно на всех аренах, локациях, башнях и прочих ПВЕ. Ну и последний хрустальный дракон тьмы.
Он является атакером, и первый его скилл восстанавливает себе ману с стопроцентным шансом на 40%. Второй скилл кристаллизирует всю вражескую команду на 2 хода с шансом в 90%. Данного дракона рекомендую делать так же, как и водного, только версию атакера. У дракона тьмы будет немного выше показатель урона, чем у водного. Но будет ли он вносить хороший дамаг, пока сказать сложно. И наконец то, из-за чего я ждал это обновление. Было добавлено новое подземелье пространственных големов. Количество входов в подземелье пространственных големов не ограничено. Подземелье пространственного голема состоит из 5 элементов: огонь, вода, дерево, свет и тьма. Есть нюансы, о которых нужно знать. Астромоны одного типа не могут быть использованы в подземелье пространственных големов, а также астромоны, являющиеся не антистихией атакуемого голема, будут подвержены снижению всех характеристик и умений на 50%. Поэтому я настоятельно рекомендую брать только антистихию. А теперь плавно переходим к главному. В игру были добавлены 3 новые PvP сета гемов, которые можно получить после прохождения подземелья пространственных големов, а именно Accuracy, Immunity и Damage Reduction. Эффект сета гемов Accuracy увеличивает на 20% шанс успеха различных дебафов, таких как оглушение, молчание и окаменение. Эффект набора камней Immunity дает иммунитет на 1 ход в начале раунда. Эффект набора камней Damage Reduction уменьшает получаемый урон на 15%. Что можно сказать по поводу новых сетов гемов? В основном они, конечно, подойдут для нынешней мета-арены, а именно для таких ролей, как сапер, танк, агрессор, саппорт и круизер. Сет Immunity можно рассматривать для атакеров на неделе полной маны, чтобы дать 2 фантазма, ведь из-за слабой защиты они часто давали только 1 фантазм. В целом, конечно, новые сеты критично не поменяют мету, их использование под большим вопросом. А теперь к мелочам. Был переработан и улучшен инвентарь тринкетов для более удобного пользования. В магазин был добавлен пакет за золото с яйцом элементного глима. Всем рекомендую приобрести. Также был запущен эвент «Черная пятница». Уже сегодня вы можете приобретать в специальной вкладке припасы по выгодным ценам. Ну и в завершении была добавлена игра в кости с моной, в которой можно получить легендарное темное яйцо, пройдя 15 кругов. Ну и на этом я заканчиваю разбор обновления 25.11. Нам предстоит многое проверить и разобрать. Ну а на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а с вами был Мистер Ганс. Всем удачи. Всем пока.